Всех приветствую на канале. Я закончила вязание пуловера чайки. Знаю, многие ждали. Я уже показывала небольшой кусочек этого пуловера о том, что я его начала вязать. И вот он готов. Долго вязала, больше месяца. Получилось очень необычно, на мой взгляд. Такая женственная, очень элегантная вещь. Я вижу этот пуловер со строгими юбочками карандаш или с классическими брюками, именно с каблучками. Очень классный образ получается. Я вам покажу видео, как я маленько примеряла это все дело. Что? Использовала я пряжу секционного крошения. Думала, будет сложно по подбору секций, но нет. Кокетку я вязала, как ложится пряжа, то есть она сама нарисовала свои полосы. Подбирала пряжу вот здесь, вот на боковые вставки, чтобы они были одинакового цвета. Я по боковому шву выполняла убавление, чтобы был прямой силуэт. Вы можете этого не делать. Если не будете делать убавление, а вязать просто как обычно, то у вас получится силуэт. И будет такая раскольшенная туничка. Ее не нужно будет подбирать на резинку. Здесь можно оставить также угол, то есть такой клин, будет круто. Я уже вязала с подобным силуэтом себе тунику. Покажу вам, посмотрите. Добавляю ссылочку на мастер-класс, кому интересно. И где мне еще пришлось подобрать секции, это по рукаву. То есть, чтобы шло совпадение вот этих вот полос. А дальше я уже вязала, как идет сама пряжа. Еще. Я этот момент не учла в мастер-классе, уже поняла в самом конце, когда довязывала второй рукав. Не вяжите сразу же вот эти манжеты по низу, по горловине и по рукавам. Потому что у меня случился такой момент, что когда я вязала второй рукав, мне нужно было по узору взять светло-серую секцию, а у меня были только темные. То есть мне пришлось распустить резинку, забрать отсюда светлую секцию, сюда заменить ее на темную. Поэтому, чтобы у вас не получилось такой же двойной работы, как у меня, вяжите все манжеты в самом конце, чтобы там уже распределить пряжу по манжетам. Будет намного проще, чем вот так вот перевязывать, как получилось у меня. И еще. В чем это огромный плюс этого пуловера? На любой размер, неважно на какой, мы начинаем вязание с 4 воздушных петель. То есть вообще на этот пуловер можно не вязать образцы. Вот мы начнем вязать с 4 воздушных петель, и у нас будет такой расти треугольник, и он и будет нашим образцом, и мы его будем использовать уже в само вязание. Смотрите, куда идет этот треугольник. Вот спереди у меня V-образный вырез, а по спинке, сейчас покажу, у меня нет V-образного выреза. Вот здесь вот видите вот этот вот светло-серый треугольничек. Вот мы с него и начинаем вязать, формируя, как бы не формируя, а заполняя V-образный вырез по спинке, чтобы по спинке вырез был такой обычный, как лодочка, или такой округлый. И то есть мы вяжем с треугольника, который постепенно растет, вы его растите до нужного вам размера, смотря, этот размер зависит от того, какой глубины вы хотите вашу горловину. И то есть наш образец идет в само полотно и потом закрывает V-образный вырез по спинке. Очень удобно. С этой точки зрения идет вязание. Итак, сегодня мы будем вязать только кокетку, то есть это первая часть нашего мастер-класса. И мы еще сделаем какие-то расчеты, снимем мерки, то есть все как обычно, рассчитаем на любой размер. И давайте начинать. Еще раз показываю спинку пуловера. Начинаем мы вязание с 4 воздушных. Находятся они вот тут, по центру выреза спинки. Мы постепенно растим вот этот вот треугольник, который заполняет вырез. Вяжется он поворотными рядами. Затем переходим на вязание круговое и добавляем петли для выреза спереди. И получаем V-образный вырез по переду. Узор позволяет вязать и по кругу, и поворотными рядами нам. И причем незаметна разница, он одинаково выглядит что при вязании поворотными рядами, что по кругу. Прибавления у нас идут только по центру переда и по центру спинки. То есть по плечевому шву прибавлений не идет, получается аккуратный плечевой скос, и изделие удобно сидит по фигуре. Я использовала мерки, это обхват груди 86 сантиметров, обхват плеча 24 сантиметра. И обязательно вяжем подрез. Он равен 1/4 обхвата плеча, в моем случае 6 сантиметров. Вот он подрез.
У меня он получился на 4 раппорта узора, выглядит очень аккуратно. Причем посмотрите, как я нанесла мерки. Я использовала ширину кофточки, это полуобхват груди. Без свободы облегания нарисовала, потому что свободу облегания я брала за счет подреза. То есть 43 сантиметра, у меня плюс еще 6 сантиметров с одной стороны подрез и 6 сантиметров с другой стороны. Поэтому сам пуловер получается объемным. И также рукав. Брала половину обхвата плеча, это 12 сантиметров, и свободу облегания брала за счет подреза. Сама выкройка очень простая, вяжется пуловер очень просто. В этом видео, как я уже сказала, мы выполним кокетку. Я покажу, как считать высоту кокетки, чтобы она подошла для вашего размера. А в последующих видео мы уже довяжем рукава и саму тушку нашего пуловера. Сейчас я вам покажу попетельное вязание вот этого угла, который находится сзади. Схема узора доступна всем спонсорам канала. Она будет во вкладке сообщества. Если вы еще не спонсор, можете им стать, перейдя по ссылке в описании. Начинаем вязание с 4 воздушных петель. И теперь в первую петлю, в самую первую, нам нужно будет связать 4 столбика с одним накидом. Затем идет прибавка для угла, это 2 воздушных. И вяжем еще 4 столбика с одним накидом. И с этой стороны у нас еще была воздушная цепочка подъема, а с этой стороны мы заменяем ее 5 столбиком с одним накидом. Первый ряд готов. Вот эту вот воздушную петельку первую можно подтянуть. Переходим ко второму ряду, вяжем 6 воздушных. Разворачиваем вязание и в первый столбик, из которого идет воздушная цепочка, вяжем столбик с одним накидом. Эта прибавка нужна для образования красивого плавного среза и выреза горловины сзади. 1 воздушная, накид на крючок, 1 столбик пропускаем, в следующий вяжем столбик с одним накидом. И таким образом до угла, то есть до 2 воздушных петель. Воздушная петля, 1 столбик пропустили, следующий вяжем. Затем вот в эту прибавку нам нужно связать еще одно окошечко. 1 воздушная и столбик с одним накидом под 2 воздушных петельки. Затем опять прибавка угла, это 2 воздушные всегда. Накид на крючок и еще раз под эти 2 воздушные вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петелька и столбик с одним накидом в первый столбик предыдущего ряда. Воздушная, и также доходим до конца ряда окошечками. Петлю пропустили, следующий столбик с одним накидом. Воздушная петля, пропускаем 1 столбик и вяжем столбик с одним накидом в воздушную цепочку подъема. Дальше нам нужна прибавочка для красивого среза. Для этого мы выполняем 2 воздушные, 2 накида на крючок и также воздушную цепочку подъема вяжем столбик с 2 накидами. Второй ряд готов. Приступаем к вязанию третьего ряда. Вяжем 5 воздушных,
Разворачиваем вязание. Опять в тот же самый столбик вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная. И сейчас будем формировать шишечку. Из пышного столбика накид на крючок. Подвожу крючок под столбик и вытягиваю петельку. Накид на крючок, еще раз вытягиваю, накид, делаем 3-е вытяжение, накид и 4-е. Теперь все петельки, кроме одной, провязываем. Вот на крючке 2 петельки, и я их провязываю вместе. И выполняем столбик с одним накидом под 2 воздушных петельки. Накид на крючок и столбик с одним накидом в столбик предыдущего ряда. 1 воздушная, вновь накид на крючок и опять же формируем шишечку из пышного столбика. Формировали шишечку и в столбик с одним накидом предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Накид на крючок, вяжу столбик в следующий столбик с одним накидом, воздушная петля и опять формирую шишечку. И столбик с одним накидом в столбик предыдущего ряда. То есть мы фактически вот такие шишечки вяжем до угла. Вот сейчас у меня уже идет угол. Я вяжу воздушную петельку, столбик с одним накидом под 2 воздушных. Теперь прибавка угла, это 2 воздушных, еще один столбик с накидом под прибавку предыдущего ряда. И теперь мы выполним опять шишечку на углу. Накид на крючок, и я завожу крючок не под первый столбик с одним накидом, а под второй. И выполняю шишечку. Вот что получилось. Теперь столбик с одним накидом в столбик предыдущего ряда. И продолжаем уже выполнять раппорт узора из шишечек до конца ряда. Смотрите, у меня уже остались только воздушные петельки подъема. Я выполнила шишечку. Сейчас выполняю накид на крючок, вяжу столбик с одним накидом под воздушные петли подъема. Затем вяжу столбик с одним накидом в 4-ю воздушную петельку. Воздушная петля и выполняю еще одну шишечку. Теперь 2 накида на крючок и вяжу в ту же самую петельку, откуда идет столбик, в 4-ю воздушную, столбик с 2 накидами. Вот у нас уже получается треугольник с плавным красивым вырезом, который у нас будет идти по спине. Приступаем к вязанию следующего ряда. Он начинается с 6 воздушных. Накид на крючок, разворачиваем вязание и в самый первый столбик, это столбик с 2 накидами, я в него ввожу крючок и выполняю столбик с одним накидом. Воздушная петля. И теперь вот здесь вот над
шишечкой мы выполняли воздушную петельку, я в нее ввожу крючок и выполняю столбик с одним накидом. Воздушная петля, накид на крючок и вяжу столбик с одним накидом в столбик между шишечками. Вновь воздушная петля, накид на крючок и под воздушную петельку ввожу крючок, которая находится над шишечкой. И таким образом вяжем ряд. Посмотрите, я уже подошла к шишечке, которая идет у нас прям по углу. И вяжем здесь следующим образом. Я выполнила воздушную петельку и теперь вяжу столбик с одним накидом. Вот здесь вот у нас 2 воздушные и рядом с ними столбик. Делаем прибавку угла. 1 воздушная. Теперь столбик с одним накидом под прибавку угла. 2 воздушных для прибавки угла. Накид на крючок, еще раз под 2 воздушных, столбик с одним накидом. 1 воздушная и столбик с одним накидом под второй столбик, который у нас также обернут шишечкой. И продолжаем вязать окошечками до конца ряда. Воздушная, столбик с одним накидом в столбик предыдущего ряда. Воздушная и столбик с одним накидом под воздушную петельку над шишечкой. Я провязала столбик с одним накидом под воздушную над последней шишечкой. Воздушная петелька, накид на крючок. Вяжу теперь столбик с одним накидом под воздушные петли подъема. Затем 2 воздушных и столбик с 2 накидами в 4-ю воздушную петельку. Вот что получилось. Приступаем к вязанию следующего ряда. Он 5-й. Вяжем 6 воздушных петель для подъема. Поворачиваем вязание лицевой стороной к себе. Вяжем столбик с одним накидом. Столбик с 2 накидами предыдущего ряда. И затем мы будем в каждую петельку вязать просто столбик с одним накидом. Вот здесь у нас сейчас идет 2 воздушных. Сюда вяжем 2 столбика с одним накидом. Затем в столбик предыдущего ряда. И дальше между столбиками у нас идет по 1 воздушной петельке, и мы будем подвязывать по 1 столбику с одним накидом. Таким образом вяжем до угла. Довязала до угла, до 2 воздушных петель. Теперь под 2 воздушные петельки вяжу 2 столбика с одним накидом. Затем 2 воздушных. И еще раз 2 петельки также под эти воздушные петельки предыдущего ряда. Дальше переходим на вторую сторону треугольника и продолжаем вязать по 1 столбику в каждую петлю ряда. Смотрите, я уже довязала до воздушных петель подъема. Теперь под воздушные петельки выполняю 2 столбика с одним накидом.
Затем вяжу столбик с одним накидом в 4-ю воздушную цепочку, петельку подъема. Две воздушных, 2 накида на крючок и в ту же самую воздушную петельку подъема вяжу столбик с 2 накидами. Пятый ряд готов. Приступаем к вязанию 6-го ряда. Начинается он с 6 воздушных. Разворачиваем вязание. Он будет опять состоять вот из окошечек. Накид на крючок. В столбик с 2 накидами вяжу столбик с 1 накидом. Воздушная петля. Вяжу столбик с 1 накидом под воздушную цепочку предыдущего ряда. Воздушная петля. Пропускаю первый столбик с накидом, во второй вяжу столбик с 1 накидом. И дальше вяжем обычными окошечками. Воздушная петля, столбик пропустили, в следующий вяжу. И таким образом выполняем до угла. Я довязала до угла. Воздушная петля, накид на крючок, вяжу под 2 воздушных столбик с 1 накидом. Теперь прибавка угла, это 2 воздушных петли, затем накид на крючок и еще раз под 2 воздушных петельки выполняя столбик с 1 накидом. Воздушная петля. И в первый столбик с 1 накидом вяжем столбик. И дальше продолжаем до конца ряда вязать окошечки. Столбик пропустили, в следующий вяжу. Почти довязала ряд до конца. Связала 1 воздушную, накид на крючок, столбик последний пропустили, под воздушные петельки подъема вяжем столбик с 1 накидом. Воздушная петля. И теперь свяжем столбик с 1 накидом в 4-ю воздушную петельку подъема. Затем 2 воздушных и столбик с 2 накидами в эту же петельку подъема. Посмотрите, что получилось. Это изнанка. Это лицо. Дальше наш узор начинает повторяться. Вяжем мы с 3 по 6 ряд, пока не свяжем треугольник необходимого размера. И сейчас у нас вновь будет повторяться вот этот вот ряд с шишечками. Я уже связала треугольник необходимого мне размера. Рекомендую остановиться именно на таком ряду, чтобы следующий ряд шел столбиком с накидом. То есть целый ряд вот таким образом, который идет просто столбиком с накидом. Благодаря этому мы более красиво выполним переход сейчас на перед нашего изделия. Посмотрите, мы берем крючок. Сейчас будем выполнять набор петель для переда уже. Нам не нужны будут прибавки вот эти вот, которые идут по вырезу. Останутся прибавки только по углам. Ряд начинаю просто с 3 воздушных. Поворачиваю вязание лицевой стороной к себе и под каждую петлю выполняю столбик с накидом. То есть вяжу обычный ряд. Он вяжется как 5-й, только без вот этой вот прибавки по углу. То есть здесь не нужно вязать столбик с 2 накидами и 2 воздушные петли. Сейчас я провяжу весь ряд столбиком с накидом, выполню правильное прибавление угла, как мы выполняли вот здесь. И встретимся с вами в конце нашего
ряда я покажу, как выполнять переход. Посмотрите, дошла до воздушных петель подъема. Под них вижу 2 столбика с одним накидом. И вяжу столбик с одним накидом в 4-ю воздушную петлю подъема. Смотрите, дальше мы переходим к набору петель. И сейчас мы продолжим вязать вот так же столбиком с одним накидом на высоту. И эта высота определит глубину горловины по спинке. Смотрите, мы будем сразу же сейчас вязать столбиком с одним накидом. Для этого я выполняю накид на крючок. Ввожу крючок опять же в эту 4-ю воздушную петлю подъема. Вытянула рабочую нить и провяжу только одну петлю на крючке. Я сделала как бы воздушную петельку. И затем довязываю столбик с одним накидом. Вновь накид на крючок. Посмотрите, вот эта воздушная петля. Я ее подхватываю за одну дужку и с противоположной стороны за вторую дужку. Вытянула рабочую нить, провязала опять одну петельку, сделала себе воздушную петлю и затем довязываю столбик с одним накидом. То есть вот таким образом мы набираем петли. И посмотрите, чтобы у нас не сбился узор, общее число вот этих вот столбиков с одним накидом в нашем ряду вот от воздушных петель и до конца должно быть кратно 4 плюс 1 петля. То есть мы сейчас продолжаем вязать столбиком с одним накидом на высоту такую, которую вы хотите, чтобы была глубина горловины по спинке. То есть фактически мы сейчас будем как бы вот так вязать до плечевого шва. Я уже связала столбики с накидом. Всего у меня получилось 57 столбиков, считая вот отсюда от 2 воздушных. Посмотрите, как интересно выглядит эта цепочка. Она имеет косичку и с одной стороны, и со второй стороны. Количество петель, как я уже сказала, должно быть кратно 4 плюс 1 петля. Вот эта сторона из столбиков с одним накидом, это наш вырез по спинке. То есть сейчас фактически я довязала до плечевого шва. И маркером его вот так вот отмечу, подхватив рабочую нить и петлю. Получается, что от маркера до воздушных петель я связала 57 столбиков с одним накидом. И сейчас после плечевого шва я перехожу на вырез спереди и должна связать точно такое же количество столбиков. То есть вновь накид на крючок. И подхватывая воздушную петельку за обе дужки, продолжаю набор столбиками с одним накидом. Видите, маркер у нас получился между столбиками. Связала 56 столбиков, то есть на 1 столбик меньше, для того, чтобы попасть в пропорт узора. Это сейчас у нас половинка выреза переда. По центру переда, как и по центру спинки, будут идти прибавления, поэтому набираем 2 воздушных. И затем продолжаем набирать столбики с одним накидом для второй половинки выреза переда. Набираем точно так же, такое же количество, как мы набирали вот здесь. Я связала вторую часть выреза горловины спереди. Видите уже, как получается. Смотрите, я опять дошла до плечевого шва. Вешаю маркер. И продолжаю набор петель. Должна сейчас я набрать вырез по спинке. То есть всего должно получиться также 57 столбиков. Учитывайте только то, что часть столбиков уже связана. Это вот данная сторона нашего треугольника. Всего должно также получиться 57 столбиков. Довязала я несколько столбиков. В общей сложности от маркера и до этих 2 воздушных у меня также 57 петель. Теперь необходимо замкнуть ряд.
Я еще не связала последний 57 столбик, и сейчас его как раз свяжу и соединю наши ряды. Я сделала накид на крючок и ввожу крючок сначала в петельку, в последнюю нашего треугольника. И затем, как обычно, подхватываю воздушную петельку от столбика с одним накидом. Вытащила рабочую нить. Провязываю только одну петельку и затем вяжу обычный столбик с накидом. Теперь необходимо обрезать рабочую нить и соединить вязание в круг. Кстати, обязательно обратите внимание, чтобы у вас вот эта вот наборная цепочка из столбиков с одним накидом не перекрутилась. Как красиво замкнуть вязание в круг, на моем канале уже есть видео, я вам сюда добавлю ссылку, можете перейти и посмотреть. Я выполнила стыковку, видите, она незаметная. Смотрите, что получилось. Я, кстати, отметила также маркерами у нас середину спинки, где 2 воздушные петли, и середину переда, там же, где мы набирали 2 воздушных петельки. Вот у нас уже вырисовалась горловина нашего джемпера «Чайка». Вырез спереди, он идет углом, и на спинке вырез более такой округлый. Красными маркерами отмечены плечевые швы. В плечевых швах мы никакие ни прибавления, ни убавления выполнять не будем. У нас сейчас пойдут прибавки только по центру спинки и по центру переда. Точно такие же будут прибавления, как мы вязали вот в этом вот треугольнике. Смотрите, сейчас мы берем нашу рабочую нить и подсоединяемся к центру спинки. Берем маркер, вязать сейчас будем по кругу. Присоединяем рабочую нить. Вытягиваем в петельку и хвостик рабочей нити также вместе с петлей, чуть-чуть его подтягиваем, тем самым крепко фиксируем рабочую нить и выполняем 5 воздушных. Вот уже 2 воздушных есть. Ряд будет всегда начинаться с 5 воздушных. Накид на крючок и под эти же 2 воздушных петельки вяжем столбик с одним накидом. Фактически мы сейчас связали столбик с одним накидом, 2 воздушных и опять столбик с одним накидом. То есть это как раз то место, где идет прибавление. Отмечаем его маркером. И дальше вяжем по рисунку. У нас идет сейчас ряд с окошечками, то есть идет 1 воздушная, накид на крючок. И в самый первый столбик с одним накидом выполняем столбик. То есть вяжем, как обычно, прибавления, которые мы выполняли по центру. Вяжем столбики с одним накидом, пропустив 1 петлю. Таким образом мы вяжем до центра переда, и в центре переда сделаем прибавление. Красные маркеры у нас просто будут отмечать плечевой шов. Посмотрите, заканчиваю я ряд, вяжу 1 воздушную и в 3-ю петельку подъема в воздушную вяжем соединительный столбик. Все, мы замкнули ряд в круг. Переходим к вязанию следующего ряда. Я петельку отпустила и вот сюда вот ее подтаскиваю под 2 воздушных. И вновь начинаем ряд, как я уже сказала, с 5 воздушных петель. 2, 3, 4 и 5. И столбик с одним накидом под 2 воздушных петельки. И маркер переносим. Посмотрите, вот у меня маркеры плечевых швов, я их даже не трогала, они так и остались висеть. Возле них я просто провязала прямо, без всяких прибавлений. И по центру переда я вязала прибавки. Сейчас мы вяжем по кругу, выполняя прибавки по центру спинки и по центру переда на высоту кокетки.
Я уже выполнила кокетку на достаточную высоту. Вот мой полуобхват груди 43 сантиметра. Я эти места отметила маркерами. И от маркеров до плечевых швов у меня по 12 сантиметров. То есть это полуобхват моего бицепса. Значит, высота кокетки связана достаточно. Если, допустим, у вас получилось вот так вот. Здесь ваш полуобхват груди. Замечаете маркером, измеряете рукав. Видите, что рукав еще узкий. То есть, допустим, вот он всего здесь, да, 7 сантиметров у меня. То есть высота кокетки еще недостаточно. И необходимо связать еще несколько рядов с прибавлениями по середине переда и середине спинки. Мы берем мерки именно полуобхват и груди, полуобхват бицепса без свободы облегания, потому что необходимую свободу нам дадут подрезы, которые мы будем еще набирать после того, как разделили наше полотно на рукава, на перед и с другой стороны это спинка. Кокетка готова. Продолжение будет в следующих выпусках, поэтому подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых уроков. До скорых встреч, пока!